Мужчина спас тонущего льва, рискуя своей жизнью. И этот акт безусловной доброты вызвал восхищение у многих. Но то, что произошло дальше, действительно ужасает и ставит перед нами важные вопросы о жизни и человеческой сущности. В национальном парке Серенгети в Танзании старый рейнджер Джон Картер патрулировал пыльные дороги вдоль реки Грумети в своем потрепанном пикапе, наслаждаясь моментами спокойствия и красоты, которые его окружали. Послеполуденное небо сияло густым золотом, и далекое щебетание птиц гармонично смешивалось с ритмичным шумом воды, плещущейся о каменистый берег. Просто проезжая мимо, Джон переживал мгновение умиротворения в этом величественном месте. Когда Джон выехал севернее заповедника, он вдруг услышал громкий удар и выражающий резкий рев. Он резко затормозил, заглушил двигатель и мгновенно схватил бинокль с пассажирского сиденья. Осторожно, всматриваясь в сторону звука, он увидел шокирующее зрелище. Взрослый лев оказался в самом центре окружения огромного стада буйволов на открытой равнине. Одна лишь эта картина навевала невероятный страх. Опыт Джона подсказал ему, что лев, вероятно, попытался напасть на теленка, что вызвало яростное скоординированное нападение со стороны всего стада. Грозные удары мощных рогов подбрасывали льва высоко в воздух, швыряя его на землю, и этот процесс заставлял его реветь от боли. Пыль клубилась, словно демонстрируя весь ужас данной ситуации, а рык буйволов разносился по саванне, создавая непрерывную плотную атмосферу опасности и страха. Джон крепко сжал руль, внутренне терзаемый разными эмоциями, зная, что если он вмешается сейчас, то подвергнет опасности и себя, и льва, оказавшегося в критической ситуации. Внезапно, особенно мощный удар от вожака стада швырнул льва в мутные воды реки. Раздался громкий всплеск. Стая буйволов, удостоверившись в том, что хищник повержен, медленно отступила, оставив льва тонуть. Поверхность воды вскоре успокоилась, лишь круги расходились по воде там, где исчез лев, словно природа отошла от этого происшествия. Джон с болью в сердце наблюдал за этой трагедией, не видя никаких признаков жизни. Он крепче сжал транквилизаторный пистолет и осторожно подошел к берегу. Его глаза неотрывно следили за поверхностью реки, в надежде увидеть какую-то движущуюся тень. Вдруг крошечные пузырьки появились посреди воды, сигнализируя о том, что жизнь в этом исполине еще теплится. Джон понимал, что если он замешкается ни на секунду дольше, лев утонет у него на глазах, не оставив шанса на спасение. Не колеблясь, он бросился в реку. Вода оказалась холодной, поднимаясь до пояса, а мощное течение тяжело сковывало его движение. Дно оказалось вязким и скользким, а рыбный запах лип к одежде, как будто сама река пыталась удержать его от спасения этого животного. Но мужчина думал лишь о направлении пузырьков, которые вели его к льву. Холод пробирал до костей, но воля спасти зверя гнала его вперед, обеспечивая ему силы, о которых он не подозревал. Наконец, он нащупал мощную шею и плечи льва. Тело было тяжелым, кажется, безжизненным. Собрав все силы, он потащил льва к берегу. Вода стекала с его желтой гривы, лев лежал на боку неподвижный, и его состояние расстраивало Джона с каждым мгновением. Джон быстро очистил рот и нос животного от воды и приступить к реанимации, понимая, что это единственный шанс на спасение. Он встал на колени рядом, приложил ухо к морде льва, дыхания не было. Рейнджер положил обе руки на крепкую грудную клетку и начал делать сильные равномерные компрессии. При каждом нажатии он громко выкрикивал. Его голос разносился по равнине, словно зов к жизни, как последний отчаянный призыв о помощи. Грязь и вода заляпали его руки, но он не останавливался, не думая о собственном состоянии.
15 долгих минут он не прекращал компрессии, иногда наклоняясь, чтобы уловить хоть слабое дыхание, пытаясь почувствовать жизнь внутри этого величественного существа. И вот под ладонью он ощутил слабый толчок сердца. Джон вздохнул с облегчением, словно мир снова заполнился надеждой. Радость вспыхнула в его глазах. Лев избежал смерти и, возможно, имел шанс снова увидеть свет. Он осторожно отступил, осмотрев зверя. Его тело было покрыто глубокими ранами и синяками, и было ясно, что требовалась срочная помощь. Джон бросился к машине, включая рацию и вызывая команду рейнджеров, подробно описывая ситуацию и прося доставить анестезию и клетку. В треске рации раздалось подтверждение. Помощь уже в пути, и смотреть назад не было времени. Он просто не мог оставить льва одного. За него боролись, и он чувствовал, что несет ответственность за его жизнь. Через полчаса прибыли двое коллег с полным спасательным набором, спешащие к месту происшествия. Лев все еще лежал неподвижно. Дыхание его было слабым, глаза полуоткрыты. Рейнджеры осторожно ввели легкий наркоз, чтобы безопасно перевести его обратно, и слаженно погрузили в железную клетку на пикап. Машина помчалась по ухабистым дорогам к центральному посту Серенгети, и Джон не отрывал глаз от зверя за решеткой, следя за каждым его вдохом, каждый из которых давал надежду на удачное исцеление. У поста спасательная бригада немедленно передала льва ветеринарам. Белые халаты мелькали в свете ламп, взгляд врачей был сосредоточенным и решительным. На большом столе лев прошел тщательный осмотр. Рентген показал. Серьезных переломов нет, только тяжелые ушибы и повреждения мягких тканей. Его состояние, хотя и критическое, все же давало надежду. Диагноз – сильное истощение, нехватка кислорода после утопления и множественные ушибы. Врачи обработали каждую рану антисептиком, наложили швы и перевязали марлей с заботой. Каждая деталь важна для его выживания. К лапам подключили капельницы с электролитами, антибиотиками и обезболивающими, производя все необходимые манипуляции, чтобы вернуть леву жизнь. Другой врач осторожно смыл грязь и кровь с его желтой гривы и шерсти, придавая животному более опрятный вид. Работы заняли некоторое время, но каждый новый шаг приближал льва к восстановлению. После стабилизации льва перевели в отдельную клетку под круглосуточное видеонаблюдение, чтобы следить за его состоянием. Джон Картер сидел за стеклом, наблюдая за каждым движением и выражением его морды. Монотонный звук аппаратов и размеренное сердцебиение зверя вселили надежду в его душу, и он понимал, что не напрасно обменял свои силы на жизнь. Ночь над Серенгети была тихой. Только стрекотание насекомых разносилось по саванне, напоминая о том, как ошибка, и настали зачастую простые, но важные сны. Наутро Джон вернулся и заметил, что лев открыл глаза. Он моргнул, устало огляделся вокруг, вслушиваясь в мелодию природы, а затем попытался подняться, но уставшие, дрожащие ноги снова опустили его на пол клетки. Рейнджер улыбнулся и с нежностью поставил миску с чистой водой и мясом. Лев охотно сделал несколько глотков, но по состоянию его организма не хватало ресурсов, чтобы полноценно покушать. Каждый день Джон приходил, спокойно разговаривал с ним, помогая привыкнуть к новой обстановке и вновь восстановить спокойствие после пережитого стресса. На второй день лев уже съел несколько кусочков мяса, и это было огромным успехом. Раны начали подсыхать, повязки меняли ежедневно, чтобы обеспечить должный уход. Он сделал первые неуверенные круги по клетке. Его походка была еще неуверенной, но глаза вновь обрели блеск здоровья и живости. Позже его перевели в большой вольер с деревьями, чтобы он восстанавливал силу и ловкость. Джон продолжал приносить еду, наблюдая издали, не желая беспокоить его,
но чувствовал, как между ними возникала связь, ставшая особенной благодаря неопределенной борьбе за жизнь. Иногда лев рычал, как знак узнавания и благодарности, создавая магию и симметрию момента. Бдительность возвращалась, и вскоре он снова становился хозяином саванны. Через месяц все раны зажили, а желтая грива снова сверкала здоровьем и силой, как всегда было прежде. Рейнджеры провели финальный осмотр. Лев был готов вернуться в дикую природу, где его ждала жизнь, полная опасностей и чудес. Пикап отвез его в просторную равнину, вдали от людей и от того самого стада буйволов, что почти забрало его жизнь. Джон открыл дверцу клетки и сделал шаг назад. Лев медленно вышел, вдохнул запах ветра и трав, долго посмотрел на своего спасителя. И в одно мгновение умчался, исчезнув в золотой траве под солнцем Серенгети. Джон стоял неподвижно, чувство облегчения и гордости наполняло его сердце. Он надеялся, что лев запомнит этот ценный урок выживания навсегда, ведь каждый из нас проходит через трудности ради преодоления. Возвращаясь обратно, он улыбался, вспоминая каждое мгновение борьбы за жизнь, каждую сыгранную секунду, которая могла привести к неизменным переменам. Это стало еще одним тяжелым, но светлым воспоминанием в его судьбе рейнджера. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Мы призываем вас поделиться мыслями и размышлениями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, ведь впереди еще множество удивительных и вдохновляющих историй. До свидания.